Всем привет! У нас был сегодня дождь всю ночь. Видите, машина мокрая. Улицы, как бы некоторые спрашивают, где болото вообще. Болота нету. Вот смотрите. Сейчас поедем, еще посмотрим. Но болото мы с вами не найдем. Его надо реально искать, чтобы найти. Хотя вот и земля есть, да. Все равно болота нету. Это, кстати, вот такой вот боксик для мусора. Мы сюда выбрасываем мусор. Не только мы, еще тут соседи. Мусор выбрасываем 2 раза в неделю. Вторник, четверг. Это обычный мусор. По пятницам там только банки там железные, там консервы разные. В общем, а обычный мусор только 2 раза в неделю. И 1 раз вот это банки там, ну, железо, в общем. И крупный мусор нельзя сюда выбрасывать, его надо отдельно, за это надо платить вообще. Такие как там тумбочку, допустим, выбрасывали там, или что-то типа того, за это надо платить отдельно. Чтобы выбросить, нужно заплатить. Поехали на работу. И сразу же первая проблема, что моя машина стоит позади чьей-то. Надо найти ее. Это в субботу работал не я на ней, поэтому я не знал. Вот она, моя тачка. Поэтому мне надо отогнать вот эту. То есть надо идти, брать ключи. Сейчас я посмотрю, может он оставил. Бывает оставляют ключи. Ага, хрена с два. Надо идти, значит, брать ключи. Это целое дело. То есть идти в офис, брать ключи, отгонять эту, чтобы выгнать свою. Это тоже Hino, более старее модель. Здесь коробка что-то немножко по-другому. Зеркало здесь у нас. Иногда вот приходится так переставлять. Куда мне ее поставить-то? Сюда рядом поставлю. Назад. Наоборот, передача. Вот чем хороша камера. Можно близко подъехать. Зеркало. Оп, есть. Так, сначала тахограф. И сейчас нам надо немножко загрузиться. То есть сейчас какой-то груз есть, Hitachi, и мне надо акву еще загрузить. Сейчас еду на склад. У нас сегодня вообще смешно. Там чуть-чуть. И вот эти вот несколько холодильников. И все это на целый день. А здесь у нас что? Вот. Все. Буду загружаться.
Все, загрузился, получил накладные. Мне всего в 2 магазина сегодня на целый день. В общем, поехали, ребята. А я сначала в комбине за кофе пойду. Смотрите, ребята. Лайк. Это знак свыше. Ставьте лайк. Там еще внизу должно быть написано Сашке Япончику. Вот кофе. Большой сайз. Все, вот именно так начинается в колхозе утро. Поехали. Здесь, как всегда, с флажками, видите, помогают детям дорогу переходить. Напоминаю, всю ночь шел дождь. Всю ночь. И вот где-то в 6 утра примерно закончился. В 6, в 7 я вот проснулся, еще шел дождь. Смотрите, улицы мокрые еще. Сейчас только 8 часов утра. Даже 8:30. Улицы еще мокрые, видите. Но ни луж, ни болота нету. И, наверное, еще и климат такой, что болота нету. Я даже не знаю, вот в связи с чем. Но я не вижу, чтобы на улицах там сильно прям убирали. Редко вот видно, когда, знаете, машины ездят, вот это моют улицы. Но скажу, что вот на заводах, на крупных, там, где действительно грязно, знаете, вот я на предыдущей работе еще заезжал вот на такие заводы, там, где с металлом, знаете, там много пыли. И когда оттуда выезжаешь, машину моют. Тебе моют машину, либо у них там есть такая ванна, которую ты проезжаешь и моет колеса. Либо с керхера моют колеса именно. Колеса, вот, низ весь, чтобы ты грязь не развозил по городу. Вот. Вот такие вот дела. То есть они следят за чистотой. Не то чтобы им приходится убирать это все, видите, они стараются не гадить. Вот в чем, скорее всего, прогресс этот весь. Ребята, вы иногда спрашиваете по поводу ТО на наши грузовики. Честно сказать, здесь мы вообще не контролируем. То есть водители вообще не имеют никакого отношения к техосмотру, к ТО. То есть нам даже не оповещают это. Вот иногда мне говорят на работе, да, там, что завтра там будешь ездить на другой машине, потому что у тебя ТО, либо техосмотр, либо просто осмотр машины. А так вообще, и они даже не оповещают, что они там ремонтировали, не ремонтировали. Ничего не говорят. Слава богу, Хино вообще, вот сейчас на Хино езжу, она вообще, тьфу-тьфу-тьфу, ну, проблем с ней нету вообще никаких. Даже вот, знаете, вот жидкость вот это для стеклоомывателей, даже ее мне кто-то подливает постоянно, скорее всего по воскресеньям, потому что я не вижу никто, не знаю, когда даже он это делает. В воскресенье я выходной, скорее всего по воскресеньям вот подливают эту жидкость, то есть следят за машиной без меня. То есть водители у нас не имеют отношения к ТО, мы ничего не делаем. Вот на предыдущей работе, на тягаче, мы там сами следили за, там каждые 4 месяца у нас было, ну, обычное ТО, то есть, и каждые 4 месяца я должен был начальнику сказать, что у меня скоро ТО, он там записывал меня на сервис, и я ехал на фуре, то есть мы сами возили фуру на ТО, и также на техосмотр. А в этой фирме, видите, мы за этим не следим вообще. То есть за нас это все делают. Скорее всего, у нас есть какие-то работники, которые занимаются именно этим. Я даже не знаю, честно говоря. Я вот год работаю, почти год на этой фирме. И то есть у нас, даже вот я у начальства спрашивал там иногда, и он тоже не знает. Он говорит, этим всем занимаются там наши СТО. И все. Но на предыдущей фирме я ездил на тягаче, Nissan Diesel, и там частенько что-то выходило из строя, хотя фура, я получил ее новую, 2017 года она была, и она уже за первый год, я помню, там по электронике часто что-то, то engine check, там, значит,
загорался, потому что датчик какой-то выходил из строя. Это частенько было. Либо тормозная система тоже как-то у меня заглючила. Просто именно компьютер. Компьютер выходил из строя. И так, кстати, у всех, вот кто на Ниссане у нас ездит, вот на такой вот машине, вот видите, салатового цвета, вот на такой я ездил, и частенько она ломалась. Слава богу, Hino не подводит. Очень хорошая машина, я доволен. После Ниссана это вообще земля и небо. Все, здесь я разгрузился. Теперь осталось еще в один магазин завести. И все, как бы. И потом мне надо цеплять груз на завтра. Все, друзья, я разгрузился. Теперь едем дальше в следующий магазин. Поехали. Сейчас здесь выгружу и все.
И мне осталось только загрузиться на завтра. Сейчас только 11:30. Мне на 3 холодильника скинуть здесь. Christmas. Теперь у меня обеденный перерыв. У нас сегодня жарковато уже. Сейчас в обед уже 20 градусов примерно. Раздеваюсь. Как там? Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничок. Не учи ученого, гражданин копченый. Помните, откуда это? Пишите в комментариях. Сейчас, как всегда, рубрика домашней еды на работе. Сейчас посмотрим, что мне жена тут приготовила. Сам не знаю. Вместе с вами посмотрю. Также, ребята, хотел рассказать вам за такую вот приятность. Смотрите, мне прислали открытку. Первый раз от подписчиков прислали открытку. Смотрите, с Камчатки, представляете? Немножко она долго шла, там около 4 месяцев. Но все же это очень приятно. Это вообще первый раз. Первый раз я получил открытку от Коляна. Он подписал: Саня, делай больше красивых видео. Вот, подписал, все, класс вообще. Спасибо большое, Колян. Мне очень-очень приятно, реально. Также немножко вам намекаю, что я люблю открыточки, ребята. Спасибо. Класс. Смотрим, что у нас с едой. Разворачиваю. Показываю. Как всегда в таком вот, в такой таре. Та-да. О, смотрим. Так, рис, гречка, ну такая комбинация, ничего, да? Рис, гречка, макароны и сосисочки жареные, видите, и брокколи. Вот с брокколи начнем. Приятного аппетита. Спасибо моей жене. И вам приятного аппетита, тех, кто кушают. Немножко посплю и поем дальше. Друзья, сейчас уже еду на загрузку. Загружаться на завтра, как бы очень рано еще. 1:30 сейчас. Рано еще еду, еще там буду стоять. Кофе попью там. В общем, расскажу историю такую интересную. Мы с женой как-то поехали в Токио, там по делам на пару дней. Вообще Токио очень большой такой город, очень большой. Как бы Осака вообще большой, но Токио вообще трындец. Красиво, да, красиво очень, но очень людно в центре города. Ну и в общем история про то, что пошли мы в русский ресторан. Ресторан русской кухни. Это, конечно, было интересно, потому что я вообще первый раз в такой ресторан шел на то время. Это было еще давно, это только я приехал, когда только в Японию. Пошли в ресторан. Ну, заказали там по порции, я не помню чего именно, там оливье, пельмени, по порции пельмени с ней вдвоем. И, значит, смотрю, пирожки. Написано пирожки, и цена такая очень дешевая. Ну и думаю, я как бы заказывал. Думаю, закажу вот порцию пирожков на двоих, как бы. Вот. И приносят нам не пирожки, а пирожок. Один. А написано пирожки. И я сразу же такой, подождите, а официант была девочка, японка. Я ей говорю, а тут же написано пирожки. И она такая, ну да, пирожки, вот, пирожки, один. И я такой, о, ну это чисто по-нашему, думаю, написано пирожки, а принесли пирожок. В единственном числе. И на самом деле вообще прикол в том, что в Японии, во-первых, в Японии нету множественного числа в японском языке. И потом еще японцы, ресторан-то для японцев вообще. И
И японцы знают как пирожки это блюдо. То есть пирожок никто не знает. Они, вот один это тоже пирожки для них. Вот. И поэтому, значит, вот такая вот смешная история получилась. Но я сразу же, у меня что в голове было, это то, что, о, по-нашему, думаю, классно, именно как домой попал. Сразу же заказал пирожки, принесли пирожок. Вот такая вот история интересная. Кстати, под видео будет в описании будет указан мой email, то есть почтовый адрес. Напишите какую-то интересную, смешную историю, только реальную из жизни, чтобы она была смешная. Я ее озвучу в эфире. Как вам такая рубрика? В общем, пишите мне на почту какую-то смешную историю, я выберу одну и озвучу ее в эфире, если она действительно смешная и такая правдивая. Пожалуйста, пишите. А я пока еду. Вот ламба. Такой интересный цвет. О, натопил. А ехать некуда дальше. Куда-то он торопится на этой лампе. Ух ты! Ого! Ничего себе! Ребята, будьте осторожны за рулем. Пиздец. Так, бензин у нас 162 йены за литр. Вон какую они пробку создали, смотрите. Авария. Когда не нашел туалет, приходится останавливаться. Тут одни заводы, видите, склады, заводы. Вот он мой склад, на который я сейчас еду, Хитачи. Там дальше уже Осака идет, центр, видите, там высотки. В той стороне парк аттракционов, тоже это очень большой, USJ называется. Очень большой парк аттракционов. Может, когда-то сделаю видео. Там вообще запрещено делать видео, но на телефон можно, они ничего не говорят. Только достаешь камеру, все, хватают за руки, короче. Хватают за руки, крутят. В общем, я с камерой как-то пришел туда и запретили снимать. Особенно вообще запрещено что-либо с собой брать на сами аттракционы, когда ты заходишь, отбирают там все, проверяют карманы еще, чтобы ничего не было. Вот. Но на телефон можно снимать, так что на телефон как-нибудь сниму вам, когда пойду. Пока что в планах нету. Но обязательно сниму вам все, ребят. Там тоже, там очень интересно. Там целый город аттракционов. Даже не парк.
Здесь, кстати, видите, вот здание, парковка такая большая. Это аукцион автомобилей. USS Osaka называется. Аукционов вообще в Кобе и в Осаке очень много. Хватает как бы. Все, подъехал я на склад. Пойду посмотрю, может есть уже мои документы. Если нет, то еще буду сидеть. Потому что рано еще приехал. Ну вот, в общем-то все. Будем загружаться. Все, забрал документы. На завтра, оказывается, много работы. Сейчас буду загружаться. Сегодня была лафа, завтра буду работать. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. Все, друзья, загрузился. Почти полная. Где-то, ну, совсем чуть-чуть осталось места пустого. И, скорее всего, еще завтра утром что-то дозакину. То есть будет полная машина на завтра. Все, в общем, еду домой. Точнее, в офис. Сдаюсь и домой еду. У нас сейчас без 10:05, где-то в 5:30 примерно я заканчиваю. То есть у меня, получается, рабочий день идет с 8 утра до 6 вечера. В основном. Иногда заканчиваю в 5, иногда в 6. Бывает и в 7 заканчиваю. То есть бывает и такое, когда загруженный день. Вот завтра, возможно, 6, после 6 закончу. Примерно. Пока еще не знаю. Как пойдет, как говорится. Все, а я еду домой. Вам желаю удачного дня, хорошего настроения. С вами был Сашка Япончик. Все, пока, ребята. Всем пока.